Привет! В Италию я уехал почти 3 года назад по голубой карте ЕС. И в этом видео расскажу о необходимых документах, о затратах и сколько времени это заняло. Будет 4 основных части. Первая часть — это общая информация про голубую карту ЕС. Затем затраты и документы до эмиграции, находясь в России. Документы, необходимые в Италии после приезда. И также затраты на первый полный год жизни в Италии. Поехали! Официально голубую карту ввели как альтернативу американской грин-карте, чтобы дать возможность иностранцам иммигрировать в Европу на лучших условиях. Потому что до этого они ехали по большей части в США, Канаду и Австралию. По правде сказать, голубая карта не конкурент грин-карте, потому что их в Америке выдают на порядок больше. Голубая карта конкурирует с американской H-1B визой, потому что нацелены они на одних и тех же людей, на квалифицированных мигрантов. В США общая квота на H-1B визу 85 тысяч человек в год. По последним данным, в 2023 году Евросоюз выдал 89 тысяч голубых карт, из которых 78% или 69 тысяч выдала Германия, 9% или 7400 Польша, а Италия выдала 740 голубых карт, и это меньше 1%. Для сравнения, в 2022 году, когда переехал я, на 100 тысяч жителей в год Италия привлекла одного квалифицированного специалиста и 177 нелегальных иммигрантов. В 2023 году больше всего по голубой карте в Европу въехало индусов, 21 тысяча, на втором месте русские, 9,5 тысяч, на четвертом месте белорусы, 5200 человек, и на седьмом месте украинцы, 2100 человек. Русских, белорусов и украинцев почти 17 тысяч, или почти каждый пятый, получивший такой ВНЖ в Европе. Одно из условий выдачи такой карты – это высокие зарплаты. Сейчас минимум для выдачи голубой карты в Италии 35 500 евро до налогов, когда средняя зарплата в Италии 24 800 евро до налогов. На руки это примерно 26 500 евро против средней зарплаты в 20 500 евро. Если минимально контролировать свои расходы, то с зарплатой по голубой карте мучиться вы не будете, потому что попадаете в топ-20% зарплат в Италии. Про уровни зарплат у меня есть отдельное видео. Я работал с агентством legalizуем.ру для оформления документов. Нашел их через Google поиск, почитав отзывы. Жил в провинции, а агентство московское. Чтобы действовать от моего лица, им была нужна доверенность и выписка из паспорта. Я отправил им свои документы курьером, и после этого они готовили апостиль на диплом. Это международная форма с информацией о законности документа. Вообще, чем больше документов с апостилем и официальным переводом у вас будет, тем проще при переезде и при взаимодействии с властями новой страны. Legalizуем.ру переводили диплом и добились признания моего диплома от консульства Италии. Подготовку документов я начал в конце апреля, а в середине июня у меня уже все было готово для следующего этапа. Также я сделал себе второй загранпаспорт на всякий случай. В конце июня я подписал договор с итальянским работодателем после 4 или 5 раундов переговоров и побежал отправлять документы в Италию через DHL, потому что в этот момент они уже объявили, что уходят из России, и я из-за этого начал нервничать, как бы чего не потерялось по пути. Также для получения разрешения на вид на жительство нужен договор аренды жилья или подтверждение, что есть где жить после переезда. Мне работодатель написал гарантийное письмо, что дадут бесплатно на 6 месяцев квартиру-студию. Дальше все мои документы отправились от работодателя в МВД Италии на получение разрешения на работу. Через 3 недели мне выдали разрешение, и я подал документы в визовый центр Италии. Заплатил за услуги центра, за консульский сбор и за бензин.
В августе получил визу и сразу же купил билеты. Сделал заграничную страховку до конца года, доверенности и улетел в Италию 18 сентября 2022 года. В итоге я потратил 130 тысяч рублей непосредственно на переезд и документы, а оформление заняло 5 месяцев. 19 сентября прилетел в Италию через Турцию. Сразу же пошел оформлять документы на получение ВНЖ в префектуре и в миграционном отделе. Это делается обязательно в первые 7 дней пребывания в стране. Поэтому еще в августе, после покупки билетов, я сразу написал в отдел кадров, чтобы мне забронировали эти визиты заранее, так как не хотел нарваться на штрафы. А уже через неделю после переезда у меня был первый рабочий день. В октябре я прошел медосмотр на работе, сдал документы, отпечатки пальцев в районной полиции для оформления вида на жительство. В ноябре выдали временную карту медицинского страхования, а ВНЖ я получил в конце января 2023 года, всего через 4 месяца после переезда. По итальянским меркам это очень быстро, и это получилось, потому что вся система в моей компании отточена, и ошибок не было. В последний день января 2023 года наконец-то мне открыли лицевой счет в банке, потому что до этого все банки отказывали открывать мне счет без оформленного ВНЖ из-за войны с Украиной. До этого зарплату мне платили наличкой в кассе по договоренности работодателя с банком. В 2024 году я пытался открыть счет еще в одном банке. 3 отказали, 1 согласился, сначала тоже отказав. Причина та же, боялись, что я русский. Сейчас все стало проще в Италии, потому что с июля 2025 года банки не могут отказывать в открытии счета без письменного обоснования. Поэтому отказов должно быть меньше. В феврале 2023 года купил машину. До этого все время передвигался пешком, на велосипеде или на поездах. В марте переехал на съемную квартиру. Через 2 месяца получил регистрацию места жительства по новому адресу. Уже в 2024 году сдал экзамены и получил итальянские водительские права. До этого ездил по русским правам. А в ноябре 2024 года мне продлили ВНЖ еще на 2 года. В первый полный год в Италии я потратил 17 тысяч евро, или в среднем 1416 евро в месяц. Самые большие расходы у меня были в феврале, 4715 евро, когда я купил машину и подписал договор аренды на квартиру, заплатив 3-месячный залог и 350 евро за первый месяц. Мне очень повезло, что я сумел найти квартиру по такой низкой цене, хотя у нее энергетический класс А, то есть она новая и современная. Типичная цена за подобное жилье 450-500 евро в провинции на севере Италии. Из чего складываются средние 1416 евро в месяц. На еду я тратил всего 115 евро, на аренду 365, включая уборку территории, воду, Wi-Fi, 28 на электричество, 20 на газ, 10 телефон, 10 за уборку мусора, 30 на одежду, 102 на образование, это уроки немецкого, польского, приложения для изучения языков, 53 на здоровье, зубной, поликлиника, бассейн, справки на права, поезда, машина, велосипед 391, еще 185 евро на разные бытовые покупки, чтобы обустроить квартиру, инструменты и так далее. И 107 евро на развлечения. Про машину у меня есть отдельное видео на канале с детальным разбором всех затрат за 2,5 года владения. В автошколе учиться обязательно, так как российские права действуют 12 месяцев после получения регистрации места жительства. Такая простая история эмиграции, никакой нервотрепки, никаких особых приключений и никаких драматических событий. Надеюсь, информация в этом видео была вам полезна и вы узнали что-то новое. Увидимся в следующем видео. Пока.